我们有请迪玛希为大家带来《Die Die Down》。Я очень переживала, как примут зрители песню на казахском языке. И как раз я думбру я с собой брал. Это на моем думбре вот это играл. Впервые в жизни, в твою вот профессиональную жизнь, когда я не снял материал, у меня такого не было в творческой биографии. Времени очень мало, 2 суток, представьте. Еще должны в Китай это еще увезти. Мы просто ехали с такой миссией, государственно важной миссией. Қымбатты Димаштың өнерін жақсы көріп тыңдайтын әлем тыңдармандары. Мен Майра Ильясова, Казахстан Республикасы. Здравствуйте, дорогие поклонники творчества Димаша. Я Майра Ильясова, заслуженная артистка Республики Казахстан. Я также являюсь преподавателем Казахского национального университета искусств, где учится Димаш. По приглашению Министерства культуры и ректора нашего университета Айман Мусахаджаевой, фольклорно-этнографический ансамбль Казнуи, я и другие преподаватели были приглашены в состав делегации для поездки в город Чанша на 7-й тур конкурса I'm a Singer, где в то время участвовал Димаш. Айман Хожабек Мусахаджаева, нашего ректора, которого знает практически весь мир, к ней относится с большим уважением. Моя поездка срочно была согласована там с Министерством иностранных дел. Я Айман Хожабек сказал, говорит, собирайся, летишь. Турар Алипаев, когда с ним был, он же с этим тамбристом отрабатывал, он говорит, вот здесь так, вот здесь возьми, музыка, держи инструмент так, там, Майя Ильясова сама она опытная, говорю, ну человек у нас, Майя Ильясова, это народная артистка Казахстана, ее все обожают, все любят, поэтому это люди высочайшего уровня профессионалы. 7-й тур Die Die Down. В каждом туре разные программы вот задают, это режиссеры. А вот этот 7-й тур как раз каждый участник сами выбрали. А он выбрал где-то как раз народную песню Die Die Down. Очень сложную. Сегодня прозвучит народная песня Казахстана. Я исполнил свое желание. Там это режиссер,
Мы были как его половина, да, мы те люди, которые отвечали за впечатление. Мы своими костюмами, своим артистизмом, своей подачей сможем произвести неизгладимое впечатление на телезрителей, на членов жюри. Только после того, как собрали весь коллектив, всех ознакомили, что это достаточно конфиденциально. Получалось, что они на неделю раньше снимали. Нас сразу предупредили, что мы не должны делать никаких фото, никаких постов в соцсети. Мы никому не должны говорить, куда мы едем, зачем мы едем. Мы просто ехали с такой миссией, государственно важной миссией. И мы сразу в тот же день приступили к работе. Нам дали запись, сказали, вот он будет петь вот эту песню, вы должны ее уже подготовить. Вот, ну, в принципе, готовых нот не было, мы просто сняли записи. У нас в коллективе, в нашем маленьком ансамбле, каждый обладает всем спектром, необходимым для выступления на таком большом шоу. Как руководитель наш поехал Турар Алипаев, он заслуженный деятель, он профессор, он дамбрист, поэтому он знает все эти нюансы и где-то что-то мог подсказать. Все-таки взгляд со стороны профессионала, взрослого человека, это всегда, как говорится, полезно, какими бы мы ни были молодыми и профессиональными. Сама аранжировка написана была очень и очень хорошо. Такая богатая на краски, написана в самых лучших традициях казахской народной песни. Нам потребовалось буквально, час-два, наверное, чтобы каждый послушал. Но, в принципе, там уже было настолько ясно, поэтому мы быстро разделились, мы прослушали все вместе эту запись, и мы, как говорится, очень быстренько сыгрались. Я не скажу, что прям очень много дней на это ушло. Первые 2-3 дня, наверное, и потом уже на месте мы, когда прибыли, в течение буквально недели, нам сказали, мы вот там через 2 дня сразу выехали. Утром мы во сколько летели уже? Утром 4 или 5 часов. Через Урумчи. 3 часа или 4 часа побыли. И дальше летели. Они сидели, самолеты занимались, когда в аэропорте занимались. Они быстро научились это, тем более народная музыка, они хорошо знают. Каждый свою партию аранжировку сняли, свой партию они выучили, почти наизусть играли. Димаш фольклорлық ансамбльмен айтатын болғандықтан, біз Қазақстаннан 2 ұлттық әдемі киім дайындап алдық. Для выступления с Дайди Дау мы привезли с собой из Казахстана 2 национальных костюма для Димаша. Один костюм был из черной кожи, а второй белый, с золотым орнаментом. Оба костюма понравились Димашу, но по согласованию с режиссером конкурса был выбран именно белый костюм. Димаш выглядел в нем великолепно. У нас всего 2 дня было. Быстро мы это сделали, это через посольство, виза. И за одну ночь, Айман Кужевик молодец, наш ректор, за одну ночь это национальная форма шили для Димаша. Это национальная, там это золотистый цвет, очень хорошая национальная одежда была. Когда он участвовал уже в Китае, в тот момент мне позвонили ночью и сказали, что Димашу срочно, буквально через 2 суток вылетает основная команда, вот этот оркестр, что через них нужно передать ему костюм и еще и одеть вот этот маленький состав оркестра, который сзади сидел. Это уже шла поддержка министра культуры Казахстана и непосредственно Айман Кожебековна, вот, ректор Казнуи, вот они уже почувствовали, что да, действительно, Казахстан сможет победить вот в таком огроменном конкурсе. Полетела, вот, честно сказать, вот хорошая команда для поддержки Димаша. Нужно было нарисовать эскиз. Времени очень мало, 2 суток, представьте. От эскиза, раскрой, пошив, декорирование, и еще вот это получается 1,5 суток, и еще должны в Китай это еще увезти. Вся остальная команда, вот, которая у меня работает, они отшили вот этот маленький оркестр, который сзади сидел. А я, Ахбута, еще есть у нас дизайнер Берег, мы втроем буквально остались на работе. Нас, те, которые ушли, приносили нам еду. Вот мы сели и начали вот это творить. День, ночь нас это не касалось. Наша цель была только лишь бы успеть.
было такое, что мы вот отошьем какую-то деталь, оденем на манекен, смотрим, что-то не нравится. Был момент, когда уже почти на 30% отшитый костюм, мы почему-то решили, что он не нравится нам. Мы его отложили в сторону, начали кроить новый, другой уже вариант. В споре вот родилась вот эта истина, родился вот этот костюм. Здесь он состоит, внутри есть у него рубашечка, чтобы ему, рубашечка из хлопковой ткани, чтобы ему душно не было. Внутри вот этой длинной накидки одет, по-казахски он может называться бешпет. Это как бы жакет с длинным рукавом и воротник-стойка. Белая накидка. Вообще, почему белый цвет? Потому что, когда началась задумка, как показать, что есть у казахов знаменитого. И вот сразу вспомнили, что есть у нас напиток кумыс. Если знаете, он делается из кобыльего молока. Молоко это настаивается, становится крепче. Чем дольше выдержан кумыс, тем он вкуснее и крепче. У казахов, я не думаю, что не только у казахов есть такое напутствие ахжол. Это пожелать белой светлой дороги. Если вы посмотрите еще вот на те узоры, которые вот на этом жакете, они не скручены, они не переплетаются друг с другом, чтобы дорога была такая мягкая, легкая. И в этом же костюме есть кисти. Вы увидите на плечах кисти. У казахов было вот так. В юрте вывешивали обязательно кисти. Это потому что, чтобы узелков не было. То есть было такое поверье, что если в доме висит вот эта вот кисть, которая не завязана, то она приносит удачу и все легко получается. Видите, жилет, он как в виде скатерти. Две вот длинные полосы, сзади две полосы. То есть дорога открытая. Вот у нас столько напутствия было именно в этом костюме. Я крою, где-то сшиваем, а кто-то и декорирует, и шьет полностью. А Берег, наш дизайнер, он занимался именно раскладкой вот этих камней. Еще на жакете у него есть серебристые пластины. Серебро – это вот исконный наш казахский металл. Это все ручная работа. Именно в этом костюме в белом мы использовали натуральные ткани, потому что казахи вообще любили такие ткани, как именно бархат, кожа, металлы. Именно металлы – это серебро, бронза. Поэтому мы использовали именно вот такие материалы. И на плечах у него кисти. Вообще у казахов есть такое, что они никогда не в конце нити никогда узелок не делают, потому что они верят, что это как продолжение рода, не от сглаза. И мы, учитывая вот эти моменты и нашу культуру, и хотели вот всему миру через костюм Димаша, хотели показать всю культуру казахского народа. Я думаю, это у нас неплохо получилось. Используется еще кожаная ткань сеткой. В тот момент у нас вот эти ткани, в принципе, нам так повезло, что они оказались у нас в наличии. Мы как будто чувствовали, что этот заказ будет, поэтому вот закрывшись именно на 1,5 суток, мы ни в чем не нуждались, то есть все у нас было под рукой, поэтому работалось легко. В тот момент, где-то в часа в 2 или в 3 ночи был звонок, Айман Кожабековна звонит, говорит: слушайте, мы же все, ладно, решили, костюм шьется. А что с обувью? Я говорю, обувь тоже шьется, не переживайте, обувь у него тоже будет. Почему? Потому что, это было вот так, такое уже зимнее время, поэтому светлую обувь было тяжеловато найти. И у нас рядом очень талантливый сапожник, и вот он нам буквально за 2 суток тоже сшил ему хорошие сапожки. Наши костюмы были созданы в самых, наверное, экстремальных условиях. Их нужно было создать чуть ли там не за одну ночь. Это были прям новые костюмы. Даже был такой случай, что в аэропорту у нас там одной девочке и мальчику уже там приехал сам дизайнер, такой успевал подшивать, потому что еще параллельно с этим создавался костюм для Димаша.
вот этот костюм, в котором он выступал, и мы его везли специально для выступления там, для этого номера именно. Поэтому там, швейный цех просто не спал, я думаю. Ну, они так и говорят, что мы не спали ни дня, пока вот вам не закончили эти все костюмы, пока мы не отшили. Среди ночи мы разрешили звонить в 2 часа, в 3 часа ночи, вопросы задавать. И уже звонки были из Китая, из Казахстана. Люди, вот заказчики немножко волновались и боялись, вдруг не успеем. Но мы обычно, вот знаете, конкретные люди, говорим, успеем, все мы успеваем. Biz самолеттен түскенде, әрине, Чанша қаласында конкурстың ұйымдастырушылары. Когда наша делегация прибыла в город Чанша, организаторы конкурса нас встретили очень радушно. Были приготовлены большие красивые комнаты. Димаш, видимо, рассказал, что прилетят его учителя. Мы были очень рады такому почету со стороны китайской команды. На I'm a Singer мы добирались с 2 пересадками через Урумчи до Чанши. Путь был не близкий. По приезду нас очень тепло встретили, очень. На тот момент уже образовавшаяся фан-группа Димаша. Я вообще поражаюсь, как там это все быстро все узнают. Но, тем не менее, там уже были такая фан-поддержка, которые знали, на удивление для нас, потому что даже мы не знали, мы, казалось бы, вот вчера только узнали, они уже стоят в аэропорту с транспарантами, встречают нас. И мы, конечно, были в таком приятном удивлении, но нас очень быстренько так увели, так как нас не должны вообще были показывать, должны были стать сюрпризом. Поэтому очень быстренько нас так увезли и привезли туда же, где жил Димаш. И вот мы буквально в соседнем от Димаша, нас там же поселили. Он так был рад, он обрадовался, когда нас увидел, у него прям настолько, он говорит, я так соскучился по Казахстану, я, говорит, так соскучился по родной речи. В Китае очень тяжело, потому что даже еда, язык, люди, все это окружает, когда ты долгое время, скажем так, один. И тут родные лица приезжают, поддерживают. Это, конечно, это совсем другое. И он был безумно рад. Приехали, нас встречает с автобусом, там это журналисты и все. И под утро мы как раз у Димаша были, встретились. Наши, скажем так, чувствовали, что сейчас рождается новая планета в космосе, которая называется Димаш. И я туда поехал, задача была одна — снять это на видео, на фото. Буквально за короткое время сделали мне визу, а это невозможно делать визу за один день, за полдня делать, тем более в Китае. Но китайцы уже его обожали, знали, поэтому мне визу сделали, а билет мне купили электронный. Я в аэропорт поехал, сел в самолет и улетел в Пекин. В Пекин прилетаю, а там WhatsApp не работает, интернет не работает, у них своя система вот этой связи. Представляете, я ночью попадаю в город Пекин, а мне надо еще по внутреннему рейсу улететь в город Чанша. В общем, я потерялся в этом огромном аэропорту. Да ужас был, например, слова не знаю, английский-то я более-менее знаю, но там все говорят на китайском. В общем, это была катастрофа. В этой толпе, когда я ходил, я услышал русскую такую хорошую, отборную такую речь. Я это начал искать, откуда слушал. Нашел. Кстати, ребята с Украины, оказывается, с Украины были. И ребята летели в город Чанша. Я им говорю, ребята, помогите, я здесь все, уже не знаю, как там. И мы таким образом я полетел в город Чанша. А когда прилетел в город Чанша, оттуда еще на такси надо было ехать. В общем, я добирался такими приключениями, один, без интернета, без ничего, в общем, ужас. И когда я прилетел один, когда прилетел, еще не знал, где они живут, потому что мне все в интернет закинули же, а у меня интернета нет уже. И когда меня увидели наша делегация, они просто не поверили. Они говорят, а как ты вообще добрался сюда, Талгат? Мен барған кезде Димаш өте қуанды. Димаш был очень рад нашей встрече и представил меня так.
Это моя вторая мама. И на протяжении всех остальных дней пребывания на конкурсе все так и обращались ко мне. Димаши, мама. Организация конкурса, концерта, декорации сцены, репетиции в большом зале, техника – все это было на высшем уровне. Вот я иду к своему номеру, который мне сказали, номер коттеджа, иду, и там стоит толпа людей, стоит человек 15-20. Так получилось, что я жил в первом этаже, а он жил на втором этаже, надо мной жил. И мне надо было пройти через эту толпу, чтобы войти в свой номер. Потом я понял, что это люди, которые любят Димаша, значит свои. Я положил свои вещи, поднялся наверх. И когда зашел наверх на второй этаж, где Димаш был, открывает дверь, там вообще дар речи потерял. Там снимает камеры, там ему прическу делают, там костюмеры бегают, там все говорят на китайском. То есть для меня вот это был тоже шок, что над нашим Димашем на улице люди стоят, ждут. Розовый такой цвета коттеджи, это огромный целый комплекс, где находятся и нормальные такие этажные, скажем так, отели, например. А это коттеджный городок, который тоже находится там в тишине, в глубине от основного корпуса. Обыкновенные стандартные номера, все европейские, стандартные, все необходимо, комната небольшая. Там наверху у него было две комнаты, где он гримировали его там же. То есть он уже, к нему приезжали группа, где его гримировали, и прямо все это снимали. Он выходил оттуда, садился в машину, машина специально была, в машине переднее пассажирское место, переднее, ее не было, потому что туда поставили камеры, и он садился, и эта камера, которая стояла напротив на лобовом стекле, его снимал, например. Организаторы, все абсолютно вот с китайской стороны было очень организовано, все было в свободном доступе. Поэтому конечно, с этой стороны нам очень понравилось вот это отношение, просто отношение, их вот эта дружелюбность, открытость, оно, конечно, не может не понравиться. Мы действительно не ожидали на тот момент, что будет такой теплый прием. Просто вот люди очень открыто, очень душевно, так от чистого сердца все это делали, и им было приятно, и нам было приятно, поэтому у нас остались только очень положительные эмоции и впечатления. Джеки Чанның арнайы Гонконгтан біздің Димашқа келуі әрине үлкен оқиғаға айналды. Джеки Чан, как оказалось, специально прилетел из Гонконга в Чоншу для встречи с нашим Димашем. Это была действительно историческая встреча. Он рассказывал, что его тронуло творчество Димаша, и в знак признательности на той же встрече он надел на Димаша свою куртку. Димаш, в свою очередь, подарил Джеки Чану национальный казахский чапан. В Казахстане его обычно дарят уважаемому человеку. Мне кажется, Джеки Чан и Димаш подружились после этой встречи. Когда мы там находились, хотя все было очень конфиденциально, но тем не менее китайские журналисты прознали, выпустили большой материал, где они даже вплоть до наших инструментов все описывали. Они писали в Инстаграм, писали в Фейсбук ребятам всем, чтобы, ну вот, ответьте, пожалуйста, на наши вопросы, но нам сразу сказали, что мы не должны отвечать на какие-либо вопросы, так как эта съемка шла заранее, то есть это все должно было держаться в большой тайне. Что в этих вот публикациях было сказано, что казахский народ и в этот раз отличился таким сплоченным отношением. То есть оттуда привезли музыкантов, чтобы Димаш смог выступить полноценно, показать именно культуру, традиции. Мен ол жерге барғанда Димаштың досынан. Когда я собиралась в дорогу, я спросила у администратора, что привезти Димашу из Казахстана. Он ответил, что Димаш соскучился по козы. Это казахский национальный мясной деликатес.
но его родители сказали, что козы в самолет брать не разрешают. И все-таки я решилась завернуть небольшой кусочек козы в свои наряды и смогла пройти через контроль в аэропорту. А когда я доставила козы Димашу, он был очень рад и сказал, что сильно скучает по своей родине, по национальным блюдам. Он же вес потерял, он пришел тут худой пришел с этого конкурса. Мы там, была гримерка, общая гримерка была, и он выбегает, и он садится и кушает. Представляете, вот человек, который, казалось бы, он мог потребовать по протоколу, он выступает участником конкурса, он мог поесть в другом месте, например. Зачем ему толпиться в этой раздевалке с другими людьми? А там были его сокурсники, его друзья с факультета музыки, которые вместе с ним выступали на сцене. Он вместе сел вот за этот стол и начал есть, делить хлеб, кушать. И при этом там еще такой интересный момент был. Принесли вот такую пачку фотографий его, и он автограф давал. Ему говорят, ты поешь, хоть перекуси. А он автограф дает, потому что он тоже ведь почувствовал, он тоже артист же. И он понимает, что там ждут его люди, которые его любят, его, например. Чему я не перестаю восхищаться, так это его такой вот простоте, именно человеческой, такой душевной. Даже на тот момент, когда у его гостиничного комплекса, где все мы проживали, уже стояли толпы фанатов, они караулили с утра до ночи. Даже при всем при этом он оставался тем же самым простым парнем, который все это воспринимал, не более как данность, да. Конечно, он очень благодарен был, он был очень удивлен тому, что люди так его воспринимают. Это любому музыканту приятно будет. Қытайға барғандағы Димаштың әрине ұлттық тамақты жақсы көретіні белгілі. У нас была еще одна интересная история в городе Чанша. Одной слушательнице, у которой был свой большой ресторан в этом городе, так понравился голос Димаша, что она пришла к нему и сказала, что приглашает его всегда приходить в ее ресторан, как к себе домой, если он проголодается, в любое время и совершенно бесплатно. Мы тоже посетили ее ресторан, и я поблагодарила ее за поддержку нашего Димаша, который так долго находился далеко от своей родины. Кухня, скажем так, да, нас вообще не обижали, нас закармливали, потому что на тот момент Маша уже была фанатка, она владела сетью ресторанов, она прям безумно его любила, она восхищалась его талантом, и она просто от всей души хотела, кормить его, то есть, говорит, я, говорит, тебе хочу просто, пожалуйста, говорит, хотя бы, прими, еду, да, пускай все твои друзья, и нас туда водили несколько раз. На репетициях она нам даже высылала еду. Мы люди скромные, у нас не было специфичных заказов, единственное, что, наверное, мы просили, это так не сильно остро, потому что все-таки мы не привыкшие. С помощью наших друзей китайских фанатов нам удалось узнать имя этой удивительной женщины. Ею оказалась госпожа Ян Пин, глава сети ресторанов Бин Оло. От имени редакции Dickie Media World UFC мы хотели бы поблагодарить госпожу Ян Пин за гостеприимство и радушие, а также пожелать ей успехов во всех начинаниях. Вся его команда, которая была выделена ему с китайской стороны, она, конечно, вызывает восторг и восхищение. Это профессионализм, он абсолютно во всем прослеживает. И в отношении, и в слаженности, просто в продуманности всех мелочей. Поэтому да, это, конечно, браво. Как оказалось, что для каждого участника выделяется определенная команда людей. Стилисты, визажисты, технические, обеспечения его необходимые. Там на самом деле очень много людей было, человек 8, наверное. Мне иногда так казалось, что так их много, и каждый отвечает за свой фронт работы, и он работает как по часам, отлаженно. Но больше всего, конечно, рядом с нами всегда находились
техники, которые предоставляли микрофоны, визажисты, стилисты, которые всегда были рядом, и человек, который приносил огромную кипу вот таких бумаг, определенных флаеров, которые он подписывал. Это была действительно внушительная пачка такая, и он их подписывал практически бесконечно. Только камер вокруг него. Ну, это сама программа такая была, и они очень профессионально работали. Для меня мир поменялся. До этого у меня было предубеждение. Но когда я поехал, когда я увидел, как работают съемочные группы, какое у них техническое оборудование, вся эта технология очень здорово была сделана. Димашпен оңашада отырып әңгімелескенде Димаштың айтқаны: Когда мы беседовали с Димашем наедине, он сказал мне: «Я поражен тем, до какой степени созданы все условия для меня. И оркестр, с которым я пел, и оформление сцены, и постановка света – все это было на высочайшем профессиональном уровне и очень впечатлило меня. Когда я пел в микрофон, я чувствовал, как будто бы мой голос парил, и я был в невероятном состоянии. И самое удивительное, Майра Апай, я никогда не надеваю один и тот же костюм дважды. И когда я спрашиваю, а где же тот вчерашний красивый костюм? Почему вы принесли сегодня новый? Мне отвечают: потому что ты звезда, а звезды не должны надевать один и тот же костюм дважды. Из всего, что я заметила, на тот период, единственное, что его не сильно радовало, так это переодеваться, потому что стилисты всегда заботились о его внешнем виде, ему приносили все самые трендовые, модные на тот момент вещи, его переодевали, у него были пресс-конференции, фотосессии. Желательно было, чтобы он появлялся каждый раз в новом образе, поэтому стилисты за ними бегали, он там по 5 раз переодевался, он такой: опять переодевался, такой: о боже. Я туда поехал, задача была одна — снять это на видео, на фото. Но именно в Чанше, к сожалению, эта задача мною не была выполнена. Но руководство знает, со стороны китайской стороны было поставлено очень жесткие условия. Он не должен был давать интервью, не должен был снимать. Ну, там этого нельзя было делать категорически. Это условия конкурса были. Там коллеги из телевидения поняли, что я для них враг. Запретили мне снимать ни на фотоаппарат, ни на кинокамеру. Но тем не менее я пытался снимать на телефон, но и тоже запретили. Потом чуть мне телефон даже отобрали. Впервые в жизни, в той вот профессиональной жизни, когда я не снял, материал не снял. У меня такого не было в творческой биографии. Я много всего снимал, например, и взрывы, захват заложников и так далее и тому подобное, когда невозможно было снимать, например. Но я снимал, например. А здесь в такой ситуации просто мне все отобрали, физически отобрали. И под ключ закрыли, забрали в комнату, чтобы я не снимал, даже с окна не снимал. Потому что знают, что я всегда буду снимать. Просто было очень плотное и очень жесткое такое предупреждение, что в случае, если я буду снимать, то этого конкурсанта выведут из состава, состава конкурсантов. Я все, больше не стал уже испытывать судьбу на прочность, скажем так. Когда мы приехали, с самого первого дня мы имели полный доступ, мы могли спокойно подойти, пообщаться, не было никакой там между нами дистанции или барьера. Ему тогда нужно было. Вот когда я приехала, я поняла, что мы приехали в нужный момент, потому что в нем уже такое прям, нотки тоски были. И когда мы приехали, такое как новое дыхание, как вдохновение к нему. Все-таки, думаю, у всего свое время, и мы появились вовремя. Там мы с ним так чай не пили, не общались, потому что и не было времени, даже это не было. Зато когда мы ходили на репетиции в Хюнан-студии, у нас одна комната была, где мы общались, вместе с нами сидел, бутерброды ели там, прикалывался, звонил маме, звонил там, бабушке своей звонила. Для нас он такой же, как был.
Когда по прибытию в Чаншу мы сразу прошли с Димашем, так как он человек очень творческий, и он каждый раз тоже старается что-то новое выдать, добавить нюансы. И мы просто сидели и говорили, как ты захочешь, так и мы сыграем. Вот. Но, в принципе, с ним очень удобно исполнять, с ним очень комфортно находиться на одной сцене, потому что это человек профессионал с большой буквы, и он очень тонко чувствует и музыкантов, которые ему аккомпанируют, и ему тоже было, как говорится, приятно с нами петь, потому что все-таки, когда песню, казахскую песню исполняют с тобой твои соотечественники, исполнители на народных инструментах, то, конечно же, это уже совсем другая энергетика. Под утро мы как раз у Димаша были, встретились, студенты все уже играют, и на следующий мы сразу запись пошли делать. Это хорошая аппаратура, каждый инструмент отдельно записали. Ну, в общем, все успешно закончили, и через сколько? Через 2 дня уже мы уже готовы были. Мы же еще записали плейбэк для Димаша, и нас повезли на студию, нам сказали, чтобы мы прописали плейбэк с такими крутыми звукооператорами, режиссерами. Мы записались буквально с первых дублей, каждый инструмент. Заняло, наверное, 1-1,5, потому что каждый инструмент подогнать по тембру, по звуку, по эффектам. И очень много там таких мелких нюансов, которые играют очень важную роль. В мере записи они тут же, вот пока ты играешь, они уже все это отстраивают. Настолько вот люди-специалисты с большой буквы, которые знают свою работу от и до. И даже несмотря на то, что мы приехали абсолютно с другой страны, с какими-то новыми инструментами для них, потому что все-таки для звуковиков это всегда небольшой стресс, да, скажем, когда незнакомый инструмент, там нужно подбирать специально, но однако здесь это еще раз Китай со своими специалистами поразил, и очень приятно от всего. Все, в принципе, исполняется на живое. Просто мы какие-то определенные дополнительные еще звуки прописали, так как мой инструмент, он не подразумевает там сразу двойного голосоведения, да, ну, мелодии. Поэтому где-то просто побочные партии мы немножко прописали для большего эффекта, чтобы богатство красок было, насыщенно звучало, так, как у нас говорят, с мясом. На следующий день рано утром мы пошли в зал, где проходила репетиция Димаша. И он сказал тогда: «Для меня счастье петь с оркестром такого высокого уровня». Накануне репетиции нам сказали, у вас в 11:20 начнется репетиция, в 11:45 вы уже должны уйти со сцены. Пожалуй, первый раз я столкнулась с такой жесткой конкретной дисциплиной, это тае. Мы действительно оказались в 11:20, нам тут же дали петлички, тут же все подключили, там на сцене работало около 5-6 техников, которые сразу перестраивали сцену под нас, все это подстроили, каждому дали, подключили очень быстро, очень четко. Мы даже еще не успели там посмотреть по сторонам, уже было все готово. И мы заметили, что сидят малый симфонический оркестр, дирижер. Ну, с дирижером достаточно легко было, потому что нам еще дали ушные мониторы. Мы одевали, и он говорит, я вам посчитаю, то есть он сдает. 1, 2, 3 и вступление. В принципе, я скажу, что это было супер. Действительно, это такое слаженное,
отработанное, все очень четкое, и музыканты очень чуткие, что мне понравилось, они прислушивались к нам, мы прислушивались к ним. У нас был переводчик, и какие-то, если вопросы, что-то было, нам необходимо перевести, он нам помогал. И поэтому все очень четко. Буквально со второго раза мы поняли уже, где какие будут определенные нюансы, где что, как он споет. И все, у нас было достаточно ограниченное время, и в это время мы уложились. Вот. Нам сказали, вот у вас 20-25 минут, все, ни минуты больше. Опять же, это профессионализм. Китайский оркестр с нотами играли. Они все с нотами. Ну, музыканты очень отлично было. А наши ребята прямо сходу играли они. Прямо соединились, это сходу. Они же, знаете, нота, все, там это аранжировщики есть свои. Они же некоторые изменяют, там это другую аранжировку делает это. И Димаш как раз он стоял вот это вот, там попросит вот здесь вот давайте он это. Слушай, когда репетиция идет. Например, какой-нибудь этот инструмент он слышит, надо, он сам подсказывает это. Нас сразу предупредили, что оценивание участников происходит именно с репетицией. Они сидят все время, то есть они наблюдают за тем, как ты можешь работать, как ты работаешь в процессе, как ты создаешь вообще весь этот номер. И даже вот в этом процессе нам сказали, вы должны вести себя максимально корректно, да, то есть, потому что уже в зале сидит определенная аудитория, которая ведет оценку, которая выполнит в анкетном каком-то листе, да, оценочном, обязательно пропишет все нюансы. Это настолько серьезно, да, что даже оценивалась репетиция. Получается, на это шоу отбиралось определенное количество людей. Там со всего мира нам показывали, объясняли, как это все проходит, как туда вообще даже не просто попасть в эту аудиторию, целевую аудиторию именно для прослушивания. И там они проходят сами в несколько этапов отбора. Конкурс басталған кезде қазақтың ұлттық аспабы домбыраны алып, адай күйін тартып ән. В своем выступлении с Дай Дидау Димаш использовал наш национальный инструмент дамбру. Он исполнил кюй Адай. Я очень волновалась, как примут слушатели песню на казахском языке. Но оказывается, я зря переживала. После выступления слушатели долго стоя аплодировали Димашу. Люди из зала выкрикивали его имя. Это был очень эмоциональный момент. У нас казахи говорят, нағыз казах, казах емес, нағыз казах домбра. То есть настоящий казах не казах, настоящий казах это домбра, это национальный инструмент, который святой инструмент для всех казахов, например, мы на нем выросли, например. Национальный инструмент это святое, у нас Библии в свое время, когда они поднимали вот так этот инструмент, и тогда все замолкали, и с помощью домбры
рассказывали историю, даже без слов. Просто человек садился и исполнял күй, и человек понимал, о чем идет разговор. Казах в жизни, поэтому и добра. Это неразрывно связанные вещи. Один момент был, там это режиссеры у Димаша попросили какой-нибудь это сольный, какой в начале домбровая музыка. Какие надо было играть это. Потом Димаш мне просит, что надо мне играть в режиссер. Адай или это другой, там такие есть у нас это композитор Линдеева Аль-Хайса. И потом я сказал ему, ну как, это сам выбирай. Это Курмангазы, это наши уже великие. Давайте вот Атай сыграем. И как раз он Атай сыграл на домбре. И как раз я домбру с собой брал. Это на моем домбре был это играл. Домбра, которую я держу в руках, очень достойный инструмент. Она со мной уже на протяжении 20 лет. Сейчас многие домбристы занимают призовые места на различных конкурсах и фестивалях. Эта самая домбра принесла победу более 50 музыкантам. Когда наш Димаш собирался петь песню «Дайди Даун» на конкурсе в Китае, режиссеры предложили вначале сыграть на домбре, и Димаш исполнил кюй Адай вот на этом самом инструменте. Даже он не занимался, он это прямо домбру берет, как готовый музыкант, и сразу в темпе играет. Там быстрый темп играет, Адай. Некоторые, даже профессионал домбристы, некоторые даже не играют так. Он молодец, это хорошо показал, хорошо играл, в свой темп играл, это технично, все показалось. Да, номер, который как вступление к песне, он сыграл кюй знаменитого нашего киши Курмангазы, Адай. Но Димаш, он очень неплохо играет, скажем, для человека, который певец, потому что не каждый артист, например, может похвастаться, что он может владеть, да, и может владеть на таком хорошем уровне исполнительском. Поэтому даже мы были очень рады, что он решил именно такую зарисовочку сделать. Плюс песня о родине. Он так скучал, я думаю, что потому что мы эту домбру везли для него, он так просил. Он прям когда взял, он был в таком восторге. Но он наконец-то, спустя столько такое большое время, он смог прикоснуться и сыграть. И тут он решил, он говорит, к нам подошел, он говорит, а можно, если я так сыграю? Конечно, и он немножко смущался, он такой говорит, я же не такой профессионал, домбрист. Он посоветовался с нашими ребятами, которые домбристы, они такие, да ты что, говорит, ты так хорошо играешь, говорит, они вселили в него уверенность. Он действительно очень хорошо сыграл этот номер, и он так подвел. И то, что он такой креативный, он всегда ищет какие-то такие иные интересные пути исполнения, как бы он преподнес, да, это, я считаю, что он настолько уважительно относится к своему зрителю, он каждый раз хочет его удивить, он каждый раз хочет своего зрителя как-то проявить к нему уважение и показать, что я для тебя, я стараюсь, да, что я хочу для тебя исполнить такое, чтобы тебе было приятно слушать. Ведь это не каждый артист такое делает, поэтому это, конечно, заслуживает восхищения. И мы ощутили такое прям бодрство духа, потому что это так поднимает, когда ты там где-то находишься, и сам Димаш взял домбру и решил сыграть. Конечно, мы его очень сильно поддержали, посчитали, что это действительно будет супер, это произведет впечатление. И это станет незабываемым.
так как все-таки певец исполняет кей, это дорогого стоит. После отеля, когда в отель машину посадили, мы заранее уехали, мы уже ждали. Когда Димаш уже подъезжал, там была специальная такая красная ковровая дорожка, и его встречали, вот его Дирс. То есть его уже на улице встречали. Когда вход зашел, это был один. Потом уже внутри подхватывала камера, которую снимали, как он проход, и заходил в этот зал, где они отдельно комнаты сидели, общались, у них была своя комната, где они общались, у них интервью брали. У меня были такие ощущения, будто я какая-то голливудская звезда. Потому что настолько вот организаторы, они так тебя прям очень оберегают, так это все бережно, так быстрее проходим, там, сквозь толпу фанатов нас заводят, потому что где бы мы ни были, где бы мы ни оказались, там всегда, они уже на тот момент знали, что мы вот с Димашем, и они прям бегали, они такие, о, там начинали пальцем показывать на нас. Вот, это же Димаш, это вот ребята с Димашем. Толпа фанатов была всегда, везде. Она караулила с утра до ночи. Мы ложились спать, они стояли. Мы просыпались, они еще стоят. Мы так были на самом деле удивлены, потому что у нас такого пока еще нет. И я даже не знаю, хорошо ли или плохо, но они создают определенное настроение. Действительно, ты себя чувствуешь звездой. И это к чему-то обязывает выступать очень хорошо. За тобой люди, и это совсем по-другому. Ты выходишь на сцену, и ты понимаешь, либо сейчас, либо никогда. Фаны китайские меня перепутали с его отцом. И они подумали, что я папа. И они все время мне вот так показывали. Вначале я не понял, что означает. Это, оказывается, сердечко означает. Они подарки Димаш приносили, в общем, его завалили подарками. Это было такое для меня такое потрясение было. Потому что никогда я не видел такого отношения к нашему артисту. Тем более молодому студенту. Артистское отношение вот самой вот этой Хюнан ТВ, которое мне просто потрясло. Для меня это был такой очень серьезный такой культурный шок. Люди работали на современном, мощном технологическом оборудовании, и нам туда расти. Студия была оборудована, освещение было сделано, например. Вы видели, как освещение сделали. Зрители как показывают, поэтому огромное количество камер там работало. Потом отдельной комнаты был, студия, где они сидят, ждут, эти конкурсанты смотрят через монитор выступления, комментируют. С точки зрения звукоизоляции они друг другу не мешали. Они как настоящая как комната сделаны. Хотя это декорация. Они декорацию сделали как комнату. Не менее 1000 квадратных метров, это огромный павильон, скажем, почти что мини-концертный зал. Где была огромная часть отделена была для сцены. Другая часть это для зрителей, где сидели установленные вот эти места. Ну, я думаю, в зале сидело около, 200 человек, вот на 200 мест был. Это специальный же павильон, там же надо на потолке повесить же приборы, повесить, дым машины, все эти световые освещения, все это дым, это прожектора, это съемочная техника. Потом там же на сцене находился и оркестр же. При этом интересно было, что вот именно вот эта оркестранция, они как бы не выбивались, как бы они находились в полумраке, а вот самый главный акцент делали на тех исполнителях, конкурсантов, которые выходили на сцену.
Меня же в зал не запускали, мне в зал запретили входить. Я говорю, что я без камеры, без ничего, запретили, потому что они видели, что я делал какие-то попытки снимать, и мне запретили делать. И только после того, как я дал слово, поговорили, и таким образом зашел я. И при условии, что я буду на виду, под контролем. Исторический костюм каждый трактует по-своему. У нас была цель сделать из него нашего казахского принца, и казахского принца, который будет узнаваем теперь. Ну, смотрите, с таким ростом, с такой внешностью одеть его в обычный национальный костюм, как это не серьезно. Идет настоящий принц. Какой красавец. Традиционная одежда. Одежда имеет большое значение. А то, что назвали его принцем, нас это, честно говоря, обрадовало. Почему? Потому что нас поняли. Нашу цель прочитали и сказали, да, это на принц пришел. Костюм понравился. Он одел, примерил, им костюм хороший был. И очень, кстати, он свободно в нем двигался. Когда садился, ничто не мешало. И очень удобный костюм, кстати, был для него сшитый. Это специально под его размер, под его сделали. Знаете, там интересно было с костюмом, там были какие-то споры. У него же, когда выходил в этом национальном костюме, а там был ремень. Там вопрос стоял, как раз вот Майра, Ильяс, Урар Альпек говорили, говорит, и стояли, говорит, его застегнуть или не застегнуть, потому что он же поет же там. То ли мешало ему, сковывал движение. Потом решили, что его не будем застегивать. Но когда он вышел, мы все ахнули, говорит, на этом чапане был застегнут ремень. Перед сценой он же сам принял решение, он же застегнул его. То есть собранный, аккуратно такой был. Потому что еще белый костюм, одеяние, ну и надо признать, он соответствует вот этим стандартам красоты, азиатским стандартам, которые существуют там. Он внешне очень красивый, он действительно очень красивый парень. Он высокий, стройный, у него яркие черты лица. И то, что там от него все были в восторге. И теперь, когда он выходил в этом костюме, там девушки вообще все были поголовно влюблены в него. Они назвали его сразу принцем, да. Потому что он еще очень был похож на вот эти мультики, которые они любят смотреть, персонажи, которые... И он очень сильно походил, и вот они его и с этим тоже сравнивали. Да. Я стоял, вот, ну, скажем, на расстоянии вытянутой руки стоял на своде сцены, когда Димаш пел песню «Дай Дидал». И сам момент, даже когда мы, казахстанская делегация, мы входили в зал, нас стоя приветствовали. Представляете, делегацию, Димаша нет на сцене, он выйдет каким-то там под каким-то номером, но мы входим, люди уже стоят, уже хлопают, например. А на меня еще сильнее хлопают, думаю, что это папа Димаша, например. И вот такое было, нас приняли так, ну просто супер, как будто мы сами оказались звездами. А когда Димаш появился, когда объявили только его фамилию, его не видно было. Уже зал визжал, кричал. А потом, когда прожектор включился, свет, и Димаш стоял, там все что-то творилось невообразимо. А когда он начал петь, то зал просто замер. И на одном дыхании слушал, как он поет. А когда он закончил, здесь зал взорвался. Және менің байқағаным, репетицияда өлең айтқаннан кейін, концерт кезінде Димаштың дауысы мүлде... На концерте он вел себя уверенно,
Его голос звучал еще лучше, чем на репетиции. Димаш говорил, что наш приезд, ансамбль, наша делегация дают ему силы и поддержку. А я думаю, что вместе с нашей поддержкой дают силы бурные аплодисменты сидящих в зале людей, его поклонников. Там никакой записи, дубля не было. И в зале уже работали, все камеры были скоммутированы. Камеры уже работали, где сидел за пультом, сидел режиссер монтажа, сидел, и который уже записывал. То есть там не было, скажем так, повторений дублей. Просто режиссер сел, монтировал. А потом дополнительные камеры были, которые снимали, зрители снимали, например, вот нас снимали, которые. И эти кадры уже вставляли. Это многокамерный метод съемки. Но здесь требуется большое мастерство от режиссера монтажа, потому что он должен за какие-то короткие секунды увидеть самый интересный момент. Понимаете, одно дело, когда вы смотрите перед телевизором, другое дело, когда вы находитесь в зале, и вот в расстоянии вытянутой руки 1,5 метра вот стоит на сцене с прекрасной акустикой, прекрасным звуком, например. Слышишь даже дыхание его, как он дышит, например. Как музыканты, вот смычок трогает вот этот инструмент, например. И это все чувствуешь, это совершенно другое ощущение, например. И хорошо сделать, что они в зале, это немного людей было, 200 человек, и это тоже очень важно, скажем, такой камерная такая обстановка. То есть это очень компактный зал и хорошей, мощной акустикой. И все, что вы видели, это было сделано на сцене. Это, представляете, какая профессиональная команда, которая вот это освещение, вот это свет, это звук, вот это биение сердца, это все было, вот, происходило. То есть не запись, это такое не повторишь. Димаш 2 раза не выступал, 2 раза не пел эту песню до недавно. Поэтому все, что вы видели вот на экране, это то, что было на самом деле. И сцена, зрительный зал, реакция людей. Да, это все было, происходило одновременно, одномоментно вот в такой ситуации. Никаких там второго выступления Дайдидава там не было. Это было только одно выступление Дайдидава. Наши взрослые, кто с нами был, да, профессора наши, они стояли, плакали. Они были в восторге. Это было невероятно, и действительно для нас это было неожиданно, потому что мы знаем этих людей совсем с другой стороны. А тут весь этот процесс, вся эта постановка, которая была, да, на сцене, этот момент, он был прожит просто как мгновение. Мы переживали как раз это. Тем более, когда он всегда живем поет же, тем более вот Домброву играл, это живем. Ну, конечно, не дай бог, не то нота нажал, а он все успешно играл, вот это удачно все это. Ну, когда это играет, я же знаю же это, Домброву это, когда со сцены играешь, это тоже переживаешь. Когда свои студенты играют, ты тоже конкурс участвует, тоже переживаем. Там всемирный конкурс уже это идет. И светами стояли, переживали даже, не дышали стали. Ну, не могу даже рассказать вот это вот ощущение свое. После этого исполнения я видела, как добрая половина, даже больше, чем половина зрителей плакали. Мы смогли донести, мы смогли именно вот произвести тот эффект, который мы хотели. У Димаша у самого даже проглядывались такие слезы, ну, какого-то вот счастья. Вот бывает же просто вот оно ни с чем не связано с тем, что ты там шикарно спел, да, а вот просто такая вот какая-то гордость за свой народ, за то, что вот ты смог вот это сделать, просто вот когда ты видишь искренние эмоции зрителей, как они реагируют, несмотря на то, что песня исполнялась на казахском языке, звучали казахские инструменты, да, была создана вообще другая картина, да, казалось бы, которая незнакома зарубежному зрителю, слушателю.
Но тут мы смогли донести, даже вот, ну, практически, наверное, мы все, кто сидел в зале, кто был даже на сцене, мы сами чуть не расплакались, потому что Димаш настолько блестяще исполнил. Он так это душевно, он столько вложил смысла, души, вот этой вот любви. Вот все в этом было сказано, и это было пропето, и это было прочувствовано, и, пожалуй, ну, самый, наверное, черствый человек даже смог это прочувствовать, принять, пропустить через себя. Вот, и когда мы вышли со сцены, даже во время исполнения мы видели, что наши, кто с нами, вот, Байбисекович тоже был, я видела, что у них у всех блестят глаза, потому что действительно это такой был такой момент, и это такое было выступление, но на долгое время еще оставило свой след. Такой был приятное, наверное, ощущение было того, что ты стала частью вот этой большой истории. Вообще, в принципе, я так думаю, что наша генная память наших казахов всех, да, то есть когда мы где-то там исполняем что-то свое, в нас что-то просыпается. Это какая-то внутренняя сила. В этот момент мы ощущаем весь спектр чувств. Димаш после этого выступления вышел, он нас очень так сердечно благодарил, и он сам восторгался, что мы смогли сделать это, что мы смогли показать, достойно выступить и заслужить вот такую высокую похвалу в виде вот этих слез зрителей. Это, конечно, это всегда вызывает в нас, в исполнителях, самые лучшие чувства. Вот Димаш выступил, да, Дидал, поэтому нас повели уже, делегацию повели в другой зал, где были кресла, там все хорошо, был там такой, скажем, фуршетный стол был там. И мы ждали, пока все эти конкурсанты выступят и пока не объявят результаты. Мы до конца там сидели, болели и все это слушали вместе уже на мониторе, например. То есть было видно, что он все уже, внутри у него все уже, осталось сил просто со сцены уйти, прийти, сесть в этом зале, как говорится. Вот, ну, как бы, такое ощущение пустоты, которой емкости, которая была, уже ничего нет. И потом набраться опять там сил. Там, кстати, один интересный момент был, когда закончил вот это выступление, да, Дидал, потом, когда мы встретились в гримерку, он прибежал такой счастливый, такой, ну, в конце концов, он закончил это выступление, потому что человек тоже переживает, и вот первые эмоции чуть уронил, говорит, колечко, у меня на руке было колечко было, и он, когда играл на домбре сильно, и он, говорит, я боялся, что это колечко вылетит. Далее мы обнародуем результат голосования 500 зрителей. Димаш! Я был бы рад даже оказаться последним. Потому что сегодня я спел казахстанскую народную песню на этой большой сцене. Сбылась моя мечта. Я очень ценю, что вы осуществили мою мечту. Генеральный продюсер этого конкурса пришел к нам в гримерку и поблагодарил за Димаша. И он пришел, поблагодарил и сказал, что у Димаша большое будущее. Мы вновь увидели твою новую грань. Ты способен не только петь на высоких тонах, но также можешь заставить аудиторию признать твою нежность. Поздравляю! Бүткіл елдің, әлемнің дүр сілкінгенінен, тіпті өзіміз... Конечно, мы расстроились, что Димаш не получил первого места в этом туре. Так решило жюри. Но судя по реакции слушателей, по количеству поклонников на конкурсе и во всем мире, потому с каким уважением его принял Джеки Чан, понятно, что он достоин первого места. И для нас Димаш лучший.
когда Димаш выступил, потом мы ждали остальных, ждали, уже глубокая ночь была, пошел дождь, моросил, и вот эти люди стояли на улице, ждали, когда Димаш выйдет, и такую любовь они выразили. И я стал благодарным вот этим людям, потому что они оценили его талант. И когда он уезжал, и там ждали вот люди его. Одна женщина попросила, говорит, можно его потрогать. Димаш начал их всех обнимать, просто, знаете, вот, ростом 1,90 м, начал их обнимать. Прямо полной грудью обнимает, говорит, там, потому что он же понимает, потому что именно это его слушатели. И дальше вот так. Через 2 дня мы обратно уже домой полетели. Вот мы смогли посмотреть и пережить эти эмоции заново. Действительно, опять в этом оказаться в этом моменте и наполниться той энергетикой и просто быть благодарными. Большое спасибо! Друзья из Казахстанского национального университета искусств, спасибо вам! Все просто смотрели с таким затаившим дыханием, с замороженными лицами, с таким ожиданием, потому что мы никому не говорили, куда поехали, зачем, просто сказали, когда будет время, мы сможем открыть вам эту тайну. И министр потом делал заявление, и пост в соцсети было. Все ждали, потому что позже, когда мы приехали, уже, конечно, все начали говорить, ожидать этого выступления. Потом было, да, с субтитрами мы смотрели, и нам было очень интересно, именно вот когда показывали реакцию других участников, и это было так приятно. А люди наблюдают за тобой и дают свою оценку, и причем дают ее в таком вот именно, не в каком-то вот завистном, да, таком свете, потому что все-таки это же конкурс, да, где каждый хочет стать первым, да. А тут действительно каждый реагирует, и он непосредственно и так от души. Они все самые лучшие студенты мы набрали же это. Сейчас они закончили, некоторые это сейчас магистратуру все. А вот это Саджанова у нас, это она докторантуру сейчас. Хорошие музыканты, в общем, они. Я для себя отметила, что все-таки нет предела совершенства, и действительно нужно еще больше работать и стремиться именно к вот этому вот профессионализму. Так как с китайской стороны меня поразило, практически все именно вот в плане такой организованности. Это такое удовольствие работать в таких условиях. Это крайнее удовольствие, потому что ты получаешь те условия, чтобы быть лучше. В принципе, я думаю, что на каждого это повлияло, вот это выступление, этот бесценный опыт, который мы там приобрели, и этот восторг и впечатления, они останутся с нами на всю жизнь. После Сингера, I'm Singer, когда он приехал в Казахстан, то его популярность была бешеная, уже в аэропорту его встречали. Даже когда он приехал к нам в университет, его встречать пришел министр культуры. Для нашей страны это тоже большой показатель. Взяв перо, тебе строки посвящаю, как луна в полной красоте. Ал енді Димаш жалпы біздің өте қарапайым. Димаш очень скромный. Вы, наверное, думаете, изменился ли Димаш после мировой славы? Он остался таким же скромным, воспитанным молодым человеком, без звездной болезни. При всех его талантах
Его скромность, уважительное отношение ко взрослым, к своим поклонникам – все это доказывает его благородство. Конечно, очень со стороны, когда смотрим, я очень рада, что такой у нас это талант, студент, тем более он мой земляк, и наш университет, гордость нашей республики, гордость нашего народа. Мы это рады, конечно. Когда мы ехали туда, мы понимали, что это ответственность. Нам, конечно, льстило, и нам было приятно, что нам доверили такое дело большое. Поддержать Димаша, поддержать всю страну, показать наши инструменты, показать наши костюмы. Ведь все это из вот этих мелочей складывается представление о целой нации. Бум пошел, и люди начали учить казахский язык, начали обращать внимание на казахстанскую культуру, например, что есть какие-то свои обычаи, традиции, и это благодаря Димашу, например. Один человек, который нашу страну, скажем так, вытащил на такой недосягаемый уровень, и весь мир уже знает не только о Димаше, но знает, откуда он, о чем он поет песню.